Сегодня будем говорить об экскурсиях. Первая экскурсия, с которой мы начнем, это сафари. В этом выпуске вы узнаете, как проходит экскурсия Jeep Safari в Эмиратах и что вы там увидите. Для вас будет бонус от нас, где и как приобрести такую замечательную экскурсию всего за 25 евро. Но все это в конце выпуска. Тут вы увидите и фаер-шоу, и восточный танец живота, и много всего другого. Чаще всего во многих отелях сафари предлагают по очень большим заоблачным суммам, которые этого даже близко не стоят, потому что в конечном итоге вы все равно все будете вместе. Без разницы в одном и том же месте. Да, без разницы, на какой машине вы поедете. Деньги. Вся стоимость зависит чаще всего еще от машин, на которых вы будете ехать. Если эта машина будет Land Cruiser, допустим, 300, конечно, это будет дороже. Если вы будете брать экскурсию индивидуально, то есть кроме вас в машине больше никого не будет, будьте готовы к тому, что эта экскурсия будет, конечно же, дороже. Если вы будете еще с кем-то в машине, то экскурсия уже будет в разы дешевле. Перед тем, как отправиться в путешествие по Эмиратам, я предлагаю вам ознакомиться с ценами на экскурсии, которые вы запланировали посетить еще дома. Если это Jeep Safari, то в интернете очень много предложений и описания того, что и почем. Цены на сафари имеют очень большой диапазон. В основном вы увидите начало от 37 евро до 1400 евро. Я далее вам подробно объясню и покажу, чем они отличаются и за что вы будете оплачивать. Вот тут, например, $43 с человека. Так, далее. Изначально вы можете увидеть и 15, и 19 евро с человека. Но эти предложения существуют только для того, чтобы вы зашли на сайт компании. Ну вот, что я вам ранее говорил. Есть и $15. Вот давайте посмотрим, что нам за эти деньги предлагают. Первое, что мы видим, это цены выше указанных $15. Вариантов очень много. И они действительно предлагают вам развлечения на любой кошелек. Есть и $1000, есть $69. Все цены, конечно, имеют дополнительные услуги и развлечения на любой вкус. Но чего мы точно тут не видим на этом сайте, это тех цен от $15, которые были указаны в поиске. Давайте лучше посмотрим другие предложения. Так, ну вот это интересно будет глянуть. Тут пишут $25, и будет замечательно, если это так будет стоить. Вот тут указана цена 79 дирхам. Это $22 за утреннее или вечернее сафари. Замечательно. Давайте посмотрим, что они предлагают. Есть варианты стандартного или роскошного приема в лагере бедуинов. Вот тут в предложениях, конечно, можно запутаться. Потому что если вы в первый раз и проблем в сумме за экскурсию нет, то прям тут или на любом другом сайте вы можете заказать и купить билет онлайн на те даты, что вас интересуют. Все равно на таких сайтах будет намного дешевле, чем предложения в ваших отелях. И что мы видим? Тут указано, что трансфер будет забирать вас не с отеля, а с каких-то автобусных остановок. Конечно, это нам не подходит. Именно поэтому такая низкая сумма. А вот уже за 139 дирхам, это $38, тут более правильная и подходящая цена с трансфером из отеля. Фото и презентации всегда на таких сайтах на высоте. Тут все как у всех. Это стандартное описание для Jeep Safari в Эмиратах. Они указывают трансфер, конечно, катание на джипах, фото в национальной одежде на ужин, танцы или огненное шоу, ну и, конечно, трансфер обратно. И все это за $38 или 139 дирхам. Более подробнее вы все сможете прочитать или посмотреть самостоятельно на сайтах.
Ну вот, пришло наше время, и мы отправляемся в 3 часа дня на экскурсию Jeep Safari. Вы ведь приехали на отдых, поэтому не скупитесь для себя любимых и покупайте то, что считаете нужным. Для меня лично произвел впечатление этот замечательный отдыхающий верблюд. Тут можно покататься на квадроциклах, сделать разнообразные фото и просто получать удовольствие от увиденного, наслаждаясь арабским колоритом. Когда вас сюда привозят, вам выделяют время, чтобы вы могли покататься на квадроциклах по пескам. Стоимость катания на полчаса составляет от 40 до 45 долларов. Меня всегда завораживает, когда вручную мастера делают такие замечательные шедевры. Кстати, насчет языка. Водители, что вас возят, всегда смогут с вами договориться, потому что многие из них знают или владеют, немногим знанием русского языка. Обратите внимание, какая красота! И снова насчет языка. Даже тут есть описание на русском. Тут есть возможность сфотографироваться вот с такой чудесной птичкой. Кому реально нравятся такие фото, пожалуйста, будьте любезны. А вот так начинается Jeep Safari со стороны. Первое, что меня сначала удивило, это то, что они едут как паровозики друг за другом, имея совсем небольшой и более чем безопасный уклон машины. Но обо всем по порядку. Сначала чуть спускаем шины на машине. Этот ритуал делают все практически без исключения. И вот как проходит Jeep Safari в реальности на самом деле. Водитель включает вам арабскую музыку и поехали. Если вы сидите сзади, то это такой детский сад, где смешно и одновременно грустно. Во-первых, ничего тут экстремального и в помине даже нет, так как они едут друг за другом и по накатанной дороге. Во-вторых, если вы на дорогой машине поедете и заплатите за это 2 раза дороже, то это будет еще более спокойней и тише ваша поездка. И в-третьих, если вы сидите спереди на пассажирском сиденье, то у вас есть хоть какой-то шанс хотя бы немного улыбнуться от этого чуда экстрима. Но что более еще грустнее, это то, что вы понимаете, что вас дурят, и при этом вежливо тоже улыбаетесь. Катают вас на джипах по 2 минутки. Где 2 раза, где 3 раза. И все. Далее они останавливаются, поднимают капоты машин, внушая нам, что они греются от такого катания, и предлагают вам полюбоваться закатом солнца. Я ничего не вырезал из этого ролика, и вы видите, наше Jeep Safari не длилось даже 2 минуты. Но хорошее настроение всегда можно создать даже в этом случае. Мы всегда на позитиве, чего и вам желаем. Ну вот и закончилось первое катание. Некоторые менее опытные водители пытаются научиться правильно двигаться по песку. А более опытные, соответственно, им в этом помогают. Если вы готовы выложить большие деньги, то можно и арендовать джипы. Но это очень дорогое удовольствие. Хотя, может, это того и стоит. У нас же все проще и банальнее. Посмотрите. А вот так могут кататься или местные, или очень богатые люди.
Ну вот такое сафари у вас должно быть. Едут, катаются, возят, прыгают, поднимаются. Вот можно вот так вот. Можно просто кататься. Вот так вот. Да, вот такой сейчас будет закат замечательный. Вот. Тут еще одна женщина стоит в приятной наружности. Вот. Очень приятной наружности женщина стоит. Вот такой вот замечательный закат. Кстати, напишите, будет интересно узнать ваше мнение по поводу такого сафари. Вот вас привезли в такое место в пустыне, где будет проходить шоу и развлечения. Ну и далее. Вы увидите развлечения, еду, шоу, которые нам предлагают. И, конечно, не забудьте посмотреть в конце приятный бонус такого путешествия. Всего за 25 евро с человека. Но обо всем по... Я не знаю, как вам, но нам такие шоу, особенно фаер-шоу, вообще в кайф. Потому что мы всегда анализируем, как это сделано и сколько труда на это все вложено. Напишите в комментариях, вам такие шоу интересны? Пришло время ужина. Тут на что сразу можно обратить внимание, что женщины и мужчины в разных стоят очередях. А еда у всех одинаковая. Все обычно. Салаты, закуски. Есть для вегетарианцев и тех, кто любит мясо. Уже на выходе для всех не пропустите курицу-гриль. Ее вам положат каждому индивидуально.
Ну и как же без танца живота? Где можно взять такие экскурсии по 25 евро? Заходите на сайт вверху слева и смотрите, сравнивая с другими. Это не реклама абсолютно, но нам очень понравилось то, что мы увидели, что нам предлагали. Это компания от GetTrans. Если вы смотрели первое видео, там я очень много внимания уделял тому, как GetTrans дает возможности нам регулировать цены по трансферу с аэропорта или в аэропорт. И они также предлагают путешествия или экскурсии, которые вот у них есть. А вот и сафари вечерние по 25 евро с человека, как я вам и говорил. Давайте откроем и посмотрим все то же самое, что вы видели до этого. Тут даже на фотографиях, видите, и курица-гриль, и катание, и танцы, и шоу. И самое важное, тут трансфер с вашего отеля. И все по цене, обратите внимание, 25, как указано справа. В итоге, что мы хотим сказать? Поехать на эту экскурсию еще раз? Для нас спорный вопрос. Но посетить ее необходимо. Впечатлений все равно у вас будет масса. Было бы здорово узнать ваш опыт и ваше мнение о такой экскурсии. Любите и цените жизнь, как любим и ценим ее мы.